Друзья, сегодня я хотел бы развеять еще один миф, который существует еще с советских времен, что ТОС-34– это самое лучшее ружье в мире. Пусть не обижаются на меня владельцы этого шедевра советского конструкторского гения и оружейной промышленности, а также потомки конструкторов этого дробовика. Я имею право рассуждать об этой модели во всех смыслах, так как не только продавал это оружие в своем магазине уже в эпоху независимого Казахстана, но и начинал стрелять с этим ружьем на охоте и на стенде. В далеком 1979 году мой отец решил, что мне пора начинать заниматься серьезно стендовой стрельбой и укоротил свое охотничье ТОС-34 под мои ростовые характеристики. Отпилил стволы, приклад. И вот с этим обрезом я начал свою спортивную карьеру. Затем с этой моделью очень много сталкивался мой отец по работе, когда он работал оружейным мастером. В принципе, название этого видео – это и есть его крылатое выражение. А еще он говорил, что если бы не было ТОС-34, то у меня не было бы и работы. Но вернемся к самому ружью. Оно было сконструировано в 1964 году конструктором Коровиковым и командой. Серийный выпуск начался в 1965 году. Производитель – Тульский оружейный завод. Тип – двухствольное ружье с вертикальными стволами, что в те времена было редкостью для охотников в СССР. Выпускалось оно в разных калибрах, в основном в 12-м, но также и в 16-м и 20-м. Бывали очень редкие серии 28-го калибра, а также встречались комбинированные модели под нарезной мелкокалиберный патрон 5,6 и второй ствол в 20-м калибре. Вес в зависимости от длины ствола, вида дерева и других мелочей варьировался от 2,9 до 3,2 кг. Длина ствола бывала с укороченным вариантом 675 мм и удлиненный 730 мм. Так почему ТОС-34 считалось, да и сейчас считается в странах СНГ одним из самых лучших ружей? Все просто. Из-за цены хорошего, равномерного и стабильного боя. Сверловка канала ствола этого ружья была под металлическую или пластиковую гильзу с внутренним диаметром 18,5 или 18,7 мм, что позволяло дробовому снаряду без препятствий проходить из гильзы в канал ствола. А у его основного конкурента, ИЖ-27, канал ствола составлял 18,2-18,3 мм и был сконструирован под бумажную гильзу. При переходе дробового снаряда из пластиковой или металлической гильзы дроби приходилось ужиматься и деформироваться. Из-за этого бой у ИЖ-27, как я считаю, был значительно хуже, чем у ТОС-34. Ну и на этом все положительные стороны этой модели заканчиваются. И вот еще забыл сказать, что ружье получило медаль на международной выставке в Лейпциге в 1967 году. Эта медаль стала трамплином для распространения ружья в странах Восточной Европы. Но это был больше комичный случай, хотя в официальных изданиях писали, что ружье получило награду за хорошую эргономику, инновации и оригинальную модель. Но в реальности оно получило медаль за то, что специалисты не смогли его разобрать. Практически во всех моделях в мире у двухстволок цевье съемное, и после этого отнимаются стволы. Здесь же система была другая. В первых моделях разборка производилась за счет нажатия на спусковой крючок и удержания его при открытии стволов. Так вот, специалисты не сразу догадались, как производится разборка. Из-за этого модель получила награду за инновационные решения. Ну, в общем, на этом все положительные стороны этой модели заканчиваются. Дальше начинаются только негативные моменты. Начнем с крепления цевья к стволам, так сказать, инновационного в кавычках решения. Со временем винты, крепящие цевье, раскручивались, а иногда их вообще могло срезать. А при сборке, которая якобы должна быть очень легкой, если охотник неправильно попадал в направляющие, то минимум он царапал цевье, а максимум гнулись взводные рычаги. После определенного настрела у ружья появлялся большой люфт, так как из-за качества металла лобная часть ствольной коробки сплющивалась, и на зазор между лобной частью и самой ствольной коробкой приходилось вставлять пластинку из фольги, чтобы убрать этот люфт. Очень серьезной проблемой были слабые U-образные пружины.
Их можно было, кстати, быстро поменять. Они шли в комплекте, так как производитель знал, что они ненадежные. Но вот проблему с расхождением губок приклада решить конструкторам не удалось. Оружейные мастера, в том числе и мой отец, сами научились устанавливать стяжной винт в приклад. Но это была очень точная и кропотливая работа. Нужно было найти то единственное место, куда можно было установить этот винт, чтобы он не мешал правильной работе спускового механизма. Кстати, что касается эргономики. В свое время я очень часто разбивал костяшку среднего пальца о спусковую скобу, так как первый спусковой крючок находится на удаленном от шейки приклада расстоянии. Имеется большое расстояние между обеими спусковыми крючками. Да и не только я, даже опытные взрослые охотники с короткими пальцами зачастую испытывали на себе эту большую проблему. Эта двустволка выпускалась в различных модификациях. Например, ТОС-34Р с резиновым амортизатором, ТОС-34Е с автоматическим эжектором, то есть извлекателем гильзы, ТОС-34ЕР с обоими опциями. Но больше всего меня поражало то, что эту модель обозвали штучными ТОС-34ЕР-Ш. В моем понимании штучное оружие – это то, которое выпускается в единичных экземплярах, штучных, так сказать. Например, старый русский оружейный мастер Мацко или современные оружейники в австрийской долине Фервах. Но когда оружие производится не единицами, а тысячами, это уже не штучное оружие, особенно такого посредственного качества. Вывод. Охотничье вертикальное ружье ТОС-34 – это яркий представитель советского ширпотреба. Оно выпускалось для широких масс охотников, не избалованных большим ассортиментом моделей в магазинах. Хотя в то же время подразделение Тульского оружейного завода ЦКИП СОО выпускало шикарные модели под обозначением МЦ. Например, МЦ-6, МЦ-8, МЦ-108. Хотя стоили эти экземпляры в 5-10 раз дороже. Я всегда сравниваю охотничье оружие с машинами. Есть премиум-класс, например, Rolls-Royce. Я ему противопоставляю английские штучные ружья, такие как Голан-Голан. Есть высококлассные автомобили, как Mercedes или Audi. Им соответствуют такие модели, как Beretta или Pirazzi. Есть и средний класс. ТОС-34 как раз из этой категории. Его аналог – это автомобиль Нива. Он в принципе выполняет свою работу, довозит из точки А в точку Б без излишеств, но требует регулярного ремонта и стоит разумных денег. Так и ТОС-34 стреляет и попадает. Есть еще один важный аспект в этом вопросе. Для некоторых людей важна не марка и качество, а сам конкретный экземпляр. Это может быть память об отце, деде, первых охотах. И никакое оружие, даже топового бренда, не может заменить их любимый ТОС-34. Надеюсь, вы не упрекнете меня за мою объективность. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, имеете ли вы у себя в оружейном шкафу модель ТОС-34. И какие вы можете сказать о ней отзывы. Спасибо за внимание.